Генри был молодым чернокожим парнем, выросшим в бедной семье, где каждый цент приходилось зарабатывать с трудом. Чтобы оплатить свое обучение в колледже, он работал официантом в небольшом кафе. Генри всегда мечтал пойти по стопам своего покойного отца, который был адвокатом и вдохновлял его на достижение больших целей. Каждый день после напряженной смены он мечтал о том, как однажды сможет изменить свою жизнь и жизнь своей семьи. Однажды, после долгого рабочего дня, Генри направился к остановке, чтобы сесть в трамвай и поехать домой. Он устало потирал глаза, когда на следующей остановке к нему подсела беременная девушка по имени Мишель. Она выглядела немного напряженной, но Генри не придал этому значения. Ничего не предвещало беды, как вдруг Мишель начала кричать от боли. Генри резко обернулся и увидел, как она схватилась за живот. «У меня начались схватки», — закричала она, и в ее голосе слышалась паника. Генри впал в замешательство. Он никогда не сталкивался с подобной ситуацией и не знал, что делать. Его сердце забилось быстрее, и он предложил вызвать скорую помощь, но Мишель, тяжело дыша, отказалась. «Нет, не надо», — сказала она. «Мне нужно позвонить своему мужу». Генри, не раздумывая, протянул ей свой телефон. Мишель быстро набрала номер и, нервно дождавшись ответа, сообщила о своем состоянии. Она сказала, что ее муж встретит ее на остановке. Генри почувствовал, как волнение охватывает его, ведь это были первые роды Мишель, и она явно была напугана. «Успокойтесь», — сказал он, стараясь говорить как можно спокойнее. «Давайте попробуем дышать вместе. Это поможет». Он показал ей, как правильно дышать, и старался отвлечь ее от боли, рассказывая о своих мечтах и планах на будущее. Мишель слушала его, и это немного помогло ей успокоиться. Наконец, трамвай остановился на нужной станции. Генри помог Мишель выйти, и в этот момент ее муж уже ждал их на платформе. Он быстро подбежал к ним, поддерживая Мишель, и помог ей сесть в машину. «Спасибо, что помогли», — крикнула Мишель, когда они уезжали. Генри смотрел им вслед, чувствуя, что сделал что-то важное. На следующий день, когда Генри вернулся домой, его телефон издал звук уведомления. Он открыл сообщение от Мишель и увидел, что она написала, что все в порядке и что она родила. Генри выдохнул с облегчением, радуясь за нее и ее семью. Но в следующем предложении Мишель пригласила его в больницу и написала, что это очень важно. Заинтригованный, Генри решил навестить ее. Когда он пришел в больницу, Мишель радостно встретила его. Она поблагодарила Генри за помощь в тот напряженный момент. В этот момент появился ее муж, который протянул Генри конверт с деньгами. «Мы хотим отблагодарить вас за вашу доброту», — сказал он, настаивая на том, чтобы Генри принял деньги. Генри сначала отказался, смущаясь от такого жеста, но Мишель и ее муж настаивали. Наконец он взял конверт, чувствуя, как его сердце наполняется благодарностью. «Спасибо вам», — сказал он, искренне улыбаясь. «Это очень важно для меня». Теперь у Генри было достаточно денег, чтобы оплатить свое обучение в колледже. Он понял, что доброта, проявленная в трудный момент, может изменить жизнь не только того, кто получает помощь, но и того, кто ее оказывает. Этот опыт стал для него уроком о том, как важно быть внимательным к другим и помогать, когда это необходимо. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.